Так что это дополнительное видео с дополнительными советами, которые я добавил позже. Я понял это после редактирования уроков, и я подумал, что это действительно слишком важно, чтобы не делиться. На предыдущем уроке я рекомендовал оставить ромбовидное отверстие во рту, иначе, по-моему, заполнение его перенаправит новые петли на губу с другой стороны. Это не совсем идеально, так как это добавляет ненужные петли в губе, которые мы, возможно, даже не хотим, и это может привести к некоторой непреднамеренной асимметрии. Так что на уроке я вместо этого пошел на то, чтобы оставить дыру. Так что петли, которые будут добавлены, просто остановятся прямо там, и затем их можно будет просто вручную разместить с обеих сторон. Но чтобы облегчить весь этот процесс и сохранить верхнюю и нижнюю части рта в данном случае симметричными, мы можем разместить небольшую карту для опроса. Я упомянул, что в окончательном письменном извинении следует избегать шестов и 6 шестов или выше, потому что они вызывают сильное растяжение и защемление. Но их способность перенаправлять петли может быть очень полезной. Трехполюсный уже добавляет немного защемления и слегка перенаправляет петли вокруг них. Если мы заполним ромб, у нас будет по сути 23 опроса прямо рядом друг с другом, чтобы перенаправить их в виде S-образной кривой к краю. Но то, что мы хотим, это перенаправить петли, которые добавляются с одной стороны на другую симметричным образом. Способ, которым я хочу показать тебе, как это сделать, состоит в том, чтобы разделить ромб на два треугольника, а затем разделить новое ребро между ними. Теперь у нас есть два ромба друг на друге с двумя полюсами посередине. Один только этот маленький двухполюсник вызывает такое сильное защемление, что любая недавно добавленная петля здесь будет перенаправлена на все 90 градусов. Так что добавленная петля на верхней губе приведет прямо к нижней губе, а добавленная петля на верхней щеке приведет прямо к нижней. Это действительно гарантирует, что обе стороны останутся симметричными в основном автоматически. Я надеюсь, что это было полезно, и давай просто продолжим остальные уроки.